До того, как я попал в Spirit, я на самом деле занимался практически тем же самым, чем занимаюсь в Spirit. Руководил разработкой IT, был системным архитектором, но область моей работы была совершенно далека от киберспорта. Я, значит, занимался тем, что обслуживал страховые компании и некредитные финансовые организации. На самом деле лет с 18 я работаю. Именно так профессионально я начал заниматься только после вуза. Сколько это там было? Года 23-4. Я уже забыл, во сколько вуз заканчивал. Киберспорт был мне, с одной стороны, очень близок. С другой стороны, я ни хрена в нем не понимал. Буквально с детства я начинал смотреть игры второго Старкрафта. Я до сих пор обожаю эту игру. Потом Дота появилась как явление. Первые интернешнлы, невероятные адреналиновые, там, где хуки под фонтан, там, где вот этот койл в пятерых, который телепорты сбивает. Это все было еще в школьные годы, и именно тогда я очень этим проникся. Но какая-то именно внутрянка киберспорта, как все это устроено, естественно, никогда мне не открывалось до того, как я попал в Spirit. Мне кажется, я начал болеть за Spirit с первого Дота состава. Но, опять же, потому что я узнал людей, которые непосредственно со Spirit взаимодействуют активно, и уже дружат активно, и как бы продвигают и форсят их активно. Естественно, это попало в мое поле зрения. Да, СНГшные команды всегда топил за них, когда была возможность. Я оказался в Spirit достаточно долгим и кружным путем. Познакомился с ребятами, которые на тот момент еще были не Team Spirit, а Cyberforge. То есть это Дима Бухтеев, Дима Бережной и Сережа Кузьмин. Весьма известные личности в Spirit. Мы с ними попали в одну гильдию в замечательной игре World of Warcraft. Опять же, весьма своеобразное времяпрепровождение. Собственно, там с ребятами мы начали общаться, познакомились. Где-то на протяжении лет 6-7 просто хорошо дружили. Праздники, совместные поездки. В основном, конечно, играли в доту, все-таки все знают, чем мы занимаемся. А потом так совпали звезды, то, что у Никиты был запрос на серьезную IT-разработку, а у меня было дикое выгорание, желание убивать и сменить работу. Вся эта история с некредитными финансовыми организациями, она сама по себе мне не надоела, но там, где я работал, происходил полный хаос. Не то, что как профессионал, а просто как человек, и начинал уничтожать. Да, это предложение пришло вот в самый идеальный момент. Просто вот звезды выстроились в ряд, запели ангелы, мы нашли друг друга. Хотя, как я понимаю, у Никиты этот запрос был достаточно давно. И у меня тоже уже желание свалить оттуда было достаточно давно. Первое мое воспоминание о Никите, я слышал, как ребята были на буткемпе, еще вот Cyberforge, еще когда они не слились с Team Spirit, и где-то на заднем фоне кто-то очень громко и эмоционально кричал о чем-то. Это, собственно говоря, был Чешир. Сыграли вместе в доту, и он уже кричал эмоционально непосредственно там. Ну, а дальше постепенно так вот эти вот посиделки продолжались, и до сих пор продолжаются. Так же, как и все серьезные обсуждения с Никитой, они всегда начинаются в какой-то неформальной обстановке. То есть ты там сидишь, обедаешь, ешь шашлык, или вот мы начинали прохождение ключа в Варкрафте, и Никита просто так вот уронил предложение о сотрудничестве. Я его минут 20 проспрашивал о том, что конкретно нужно. Выяснилось, что нужно как раз то, чем я занимаюсь. Мой профиль — это разработка, это дата-анализ, там много разных серьезных вещей. Дальше мы уже просто созвонились в какой-то следующий день на неделе и детально прошлись по всем пунктам. Какое количество разработчиков мне нужно, какие сроки и так далее, и так далее. То есть уже пошла обычная работа, обычная коммуникация. Прошло времени с этого разговора до начала работы, насколько я помню, порядка месяца. Как только мы договорились, подал заявление, 2 недели отработал, ушел, и 2 недели просто отпуска взял для того, чтобы не сойти с ума.
Я очень хорошо помню, как я смотрел весь этот турнир, каждую его карту. Почему-то постоянно находился в разных местах. То есть у меня каждый матч не привязан к одной точке. Я находился там то у друзей, то где-то мы собирались в гараже там с телефонов, с мобильных, смотрели первые вот матчи самые против IG, насколько я помню, они были. Но финал я смотрел дома, смотрел так это основательно подготовившись. Там же не только финал был, там еще до этого был матч с Secret, и все это слилось в одну такую грандиозную героическую историю, вот, которая буквально на каких-то микро-микро моментах была сыграна в нашу пользу. И, конечно, все это было невероятными валидольными адреналиновыми качелями. Это я сейчас таблетки от давления пью, но мне кажется, что именно тогда вот у меня начались с ним проблемы. Во время игры меня прям трясло сначала, когда мы взяли 2 карты у LGD просто вот так вот, а потом, когда мы точно так же отдали 2 следующие карты. Ну и если что, насколько я помню, 3-я карта тоже начиналась очень сильно не в нашу пользу, ровно до одного момента, на котором вот все стало уже понятно. Когда у китайцев упал трон, я, извините, охуел. Потому что это было просто невероятно. Знал уже тогда, что у нас на тот момент сильный дота-состав, что у нас очень талантливые молодые ребята, которые способны забраться и способны забраться высоко. Но, честно говоря, вот так вот с первой попытки, буквально с одного раза, никто о них не знал до этого International, и тут о них узнали все. Наверное, это был один из тех искренних моментов радости и счастья, которые есть у человека в жизни. Совершенно неожиданный, но невероятно важный. Я думаю, что тот судьбоносный International показал, насколько все стало серьезно. И организацию поменял разительно. Конечно, мне сложно говорить, потому что я в тот момент еще не находился внутри этой организации, но, тем не менее, там, по каким-то косвенным признакам, разговорам, обсуждениям с тем же Никитой или с там, ребятами, с Димами, просто стало понятно, насколько все стало серьезней. Так что этот International изменил все и для Spirit, и, вероятно, для региона. Все поменялось. Сейчас я буду рассказывать, чем занимается мой отдел. На самом деле это можно все свести к одной фразе. Я поминутно расскажу, кто где соснул хуйца. Мы собираем все возможные данные по играм, по Доте и по Counter-Strike. Это паблики, это компетитив игры, это наши тренировки. Все это записывается, все это обрабатывается, из всего этого вычленяются сотни различных параметров, которые складываются в огромное количество разных инструментов для того, чтобы у наших аналитиков и тренеров и игроков была вся возможная информация, которая поможет им выиграть игру. Анализы пиков, все анализы героев, все анализы предметов, в КСе позиции, в КСе, между прочим, набор в Академию сейчас активно с нашей помощью происходит. Все это нашими усилиями. Я знаю, что многие в интернете считают, что Сикл гений статистики, а он на самом деле самый активный пользователь нашей системы. И самый активный... Это называется Product Owner, когда человек заинтересован в развитии продукта. Вот он внес огромный вклад в то, чтобы мы сделали те инструменты, которые сделали. Мы сделали их вместе с ним, во многом по его запросу. Насколько было трудно приучить? Очень трудно. И этот процесс еще не закончен. Потому что сейчас, грубо говоря, у нас из активных пользователей это получается сам Сикл по доте. Ну и вот все эти бумажки, распечатки, которые вы видите в кабинках, там, на интернешнале, на мажорах, на турнирах, это тоже с нашей системы. Я все еще хочу, чтобы игроки ее начали активно использовать, чтобы, возможно, тренер ее использовал активнее. По Counter-Strike мы сейчас буквально на стадии запуска в опытно-промышленную эксплуатацию. То есть начинаем работать с этим, но там ребята сами уже активно и невероятно заинтересованы в том, чтобы этим пользоваться. Потому что в доте все эти инструменты аналитические, они существовали, но не в таком виде, который нужен нам. Ну, то есть эти дота-бафы, протрекеры, etc., etc. А в КСе из таких инструментов, ну, разве что статистика на ХЛТВ, но на ХЛТВ нет молодых перспективных игроков с фейсета. Поэтому там этот инструмент уникален и незаменим. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый
игрок, аналитики, не знаю, в каком количестве, сколько бы у нас их ни было, возможно, в будущем, пользовались этим для себя. Есть анализ меты пабликов, который может быть полезен игрокам. Есть, допустим, там интерактивная карта вардинга для тренера и для сиквела. Какие-то инструменты для оценки формы игроков, это больше для, вероятно, там, менеджерства и руководства. То есть там для всех есть что-то свое, и было бы хорошо, если бы каждый этим воспользовался. Или еще накинул нам каких-то идей о том, что им не хватает, и тогда мы бы сделали для них еще что-то, чем бы они воспользовались. Пока коммуникация не в том объеме, в котором она могла бы быть, но это в целом такой всегда очень сложный процесс. Везде, в любых проектах, это больше всего времени и больше всего сложности занимает непосредственно уже состыковать реальность с тем, что сделано. Порог входа в эту систему выше среднего, потому что любые инструменты дата-анализа, они для людей, которые любят цифры. Я так понимаю, что цифры любят не все и любят работать с ними не все. Для какой-то группы лиц это невероятно желанный и полезный инструмент, для кого-то это просто куча непонятной информации, куча табличек, куча цифр, на которые, наверное, опереться не так просто, как опереться на свой опыт. Не все любят цифры. И это, кстати, огромная проблема, с которой мы столкнулись во время разработки, потому что интерфейс должен быть такой, чтобы в нем не нужно было бы быть главным бухгалтером для того, чтобы работать. Это самая сложная задача, на самом деле. Сделать одновременно так, чтобы это было информативно и просто. У меня в команде, на самом деле, работает один человек, Антон Проскурнин. До того, как попал в Spirit, занимался преподавательской деятельностью. Я планирую использовать его опыт и его навыки для того, чтобы он преподал наши системы тем, кто ими будет пользоваться. Я создавал отдел полностью с нуля. Начался он с меня. То есть первые несколько месяцев буквально я работал один, изучал текущие там возможности, пытался получить там с API-шек существующих данные для того, чтобы их как-то прокрутить. То есть это были Strats и OpenData. Дальше мы сразу с Никитой согласовали то, что мне потребуется некоторое количество разработчиков, и я вот их постепенно набирал. Сначала на доту я добрал одного человека, Антона, я про него уже говорил ранее. А потом, когда мы начали делать КС, мы его начали делать давно, но он оказался технически очень сложным, гораздо сложнее доты. Там нам уже пришлось добрать человека с экспертизой в КСе. Потом еще пришлось добрать одного разработчика, чтобы он параллельно дотой занимался, пока мы занимались КСом. И потом мы заменили вот человека с экспертизой в КСе на другого человека. Ну, так вот сложились обстоятельства. Каждые полгода, получается, мы прирастали одним человеком, но все, с кем мы работаем, они так или иначе были погружены в киберспорт. Хотя бы на уровне, таких хардкорных фанатов. Нужно понимание предметной области. Всегда. Невозможно сделать так, чтобы человек, не разбираясь ни в чем, сделал хорошо. Либо для этого нужна огромная команда, где все равно будет в голове стоять кто-то, кто разбивает на маленькие задачи, кто понимает, как и что нужно делать. Либо в случае маленьких команд все должны быть примерно погружены. Поэтому искать разработчиков сложно. И во многом все, с кем мы работаем, они так или иначе по знакомству были наняты. Тем не менее, все необходимые там интервью, оценки их трудоспособности, ревью их кода, спрос как при полноценном собеседовании. Сейчас непосредственно в моем подчинении 3 человека, разработчика, и еще у нас такая не совсем понятная ситуация с фронтендером, с Андреем. Мы к нему обращаемся, он для нас делает задачи, но у нас для него не всегда есть задачи, поэтому он там половину на шопе, половину на нас. Набор в Академию КС происходит весьма специфическим образом. На самом деле там все очень просто, но возникло много нюансов. Текущие, вот сколько у нас там их, 4 состава, они были собраны по такому гибридному принципу. То есть мы запустили проект, когда куча игроков подали заявки, они играли между собой матчи, потом из них выбрали сколько-то там человек, которые попадут в Академию. Тогда мы непосредственно были задействованы в том, чтобы провести анализ этих игроков. А сейчас для набора в Академии там, последующих мы собираем данные с Faceit. То есть мы качаем реплей с Faceit, мы его разбираем на составные части. У нас есть там простой парсер реплея,
с простыми данными, и есть сложная симуляция, где 10 ботов ходят по серверу, стреляют друг в друга, и мы считаем там все вот эти вот углы наведения, точность попадания, стрейфы, прочие непростые штуки. По ним составляем цифровую картину скилла игрока. Дальше те, кто попал в наше поле зрения, те, кто там набирает резко элла, те, кто имеет хорошие показатели там, стрельбы, их берут на карандаш. И вот сейчас, я так понимаю, кого-то нужно будет в Академии заменить. По данным Faceit мы уже сейчас смотрим, его можно найти. Чтобы посчитать одного игрока, машинного времени и человеческого времени нужно на самом деле не так уж и мало. Если говорить про машинное время, очень сложно назвать конкретную цифру, но каждый матч занимает порядка 6 минут работы одного процессора. Параллельно у нас там этих ядер, по-моему, работает 20 на сервере, который мы арендуем. Это чтобы все просимулировать. А сколько человек играет матчей на Faceit в месяц, ну, там у каждого свое. Кто 50, кто 100. Если мы говорим уже непосредственно о человеческой работе, по анализу этих игроков, то ребята сидят и вдумчиво сравнивают, может быть, днями, проверяют какие-то гипотезы. Сложно очень просто повесить на человека плашку, что вот этот лучший. Выясняется, что этот хорошо кидает гранат, этот там хорошо играет опорные позиции, но у него маленький арсенал действий. А этот байтер. Это так было не видно, но с помощью данных там мы это подтвердили. Куча разных нюансов, которые, я так понимаю, дальше уже обдумываются и принимается решение. Наверное, на то, чтобы там сравнить между собой 20 игроков, может уйти несколько дней или неделю, чтобы принять решение. А это если они еще согласятся. По сути, мы сейчас вот пытаемся вот пройти по этому тонкому балансу, когда мы не тратим годовой бюджет в Воронеже, но получаем много данных. Чем глубже ты погружаешься, тем по экспоненте оно становится дороже. Расширяется количество игроков, за которыми ты следишь. То есть изначально мы планировали там от 3000 смотреть игроков, а сейчас мы смотрим игроков от 2000. Если игроков от 3000 там штук 5000, то от 2 там уже где-то 100 тысяч. На самом деле, посчитать одного игрока стоит не так дорого. Это порядка $50 в месяц. Вопрос только в том, что их огромное количество, этих игроков. И на самом деле самое дорогое, что есть в анализе игроков в КС, это, на удивление, не аренда серверов, не аренда дисковых пространств, это закупка реплеев. Реплеи были бесплатные, когда мы начинали работать, а сейчас они стали не бесплатными. Эта работа сильно отличается от того, что я делал раньше, и совсем от нее не отличается. Все, как всегда, упирается в нюансы. Если мы говорим про непосредственно сам процесс разработки, то он абсолютно такой же. Просто я сменил инструментарий. У меня были там одни финансовые системы, вот эти вот мастодонты, которые делались десятилетиями, и, соответственно, они такие поюзанные, устаревшие, тяжелые. Сейчас, у нас все-таки более легковесные современные инструменты, там, питоновские решения, гошные решения. Сам процесс непосредственно создания продукта, он отличается. Таким практически никто не занимается. Есть вот эти спортивные системы аналитические, есть там BI-ки, прочие методы дата-анализа, но чтобы все это сошлось вот в киберспорте, такого, насколько я понимаю, практически никто не делал. До этого были попытки, да и в открытом доступе, и, скорее всего, у кого-то это в закрытом доступе было, но невероятное количество нюансов, о которых не было известно до того, как ты в них лицом лбом вперед вот так вот въезжаешь в самый неподходящий момент, их много. Вопросы скалирования в КС, то есть мы думали, что нам потребуются одни мощности, в результате нам потребовалось снимать такой сервер и несколько серверов. На нас даже подумали, что мы устраиваем какую-то бота-ферму, и до таких вещей, как вот вообще понять, а что ты должен сделать. Вот как мне оценить, кто из там керри и саппортов лучше в данный момент, и в чем заключается его лучше? Вот он лучше фармит крипов. Вот Сатаник, почему лучше фармит крипов? Мы пытаемся понять. В киберспорте, как и в спорте, есть нюанс с тем, что иногда точность бывает плюс-минус километр. Это если смотреть какие-то конкретные ивенты, какие-то короткие отрезки времени. На дистанции становится видно. Как совместить реальную жизнь и статистику, и как сделать так, чтобы не утонуть в цифрах, это всегда
очень большой и важный вопрос. Все всегда, опять же, упирается в людей, которые принимают решения. Визионеров. В финансах все эти вещи называются одним общим термином. Система поддержки принятия решений. Не принятия решений, а поддержки принятия решений. Машина никогда за тебя не говорит, что ты должен сделать. Она тебе показывает вариант. Мы показываем варианты, мы показываем цифры, а уже дальше ребята делают с ними, что хотят. Никита имеет и свое мнение, и свое видение по поводу, допустим, замен каких-то и поиска новых игроков. Он, соответственно, свои догадки либо подтверждает с помощью нас, либо принимает во внимание, но все равно какие-то нюансы остаются такие вот чисто жизненные, которые он сам видит, или там менеджеры, которые видят. Если мы говорим про составы, то я знаю, что они полагаются на нашу статистику. Часто мы там эффективных героев берем тогда, когда это нужно, но иногда, допустим, в доте у нас вот ребята совершенно пикают то, что мы не посчитали, что оно должно сработать, но оно работает так, что нам приходится закрыть свои рты и просто смотреть на то, как люди, реально делающие в итоге эту работу, умеют ее делать. Мы сейчас находимся в конце начала пути. Это невозможно пройти до конца. Это вещь, которую нужно как огонь поддерживать постоянно. Парадокс измерения берега. Ты можешь измерить его там метровой линейкой, получишь 10 километров. А если измеришь 10-сантиметровой линейкой, получишь 20 километров. Вот эта вот фрактальность, погружение глубже, дальше. Это может происходить бесконечно. Мы сделали очень много для того, чтобы эти инструменты родились, и их можно дальше было поддерживать. То есть это был 12-й International. Когда мы делали доту к нему, наш продукт по доте к нему, он делался быстро, очень быстро, а значит, очень неаккуратно. Сейчас мы их привели в хорошее рабочее состояние, и дальше мы можем уже настраивать на них не на шатком фундаменте, а на какой-то хорошей основе. В моем отделе есть результаты его работы, которыми я горжусь. В 12-м мы успели сделать систему, и я прям видел моменты, где оно использовалось. Я прям видел, когда мы сбивали ранние варды у команд, и я смотрю, у меня на втором экране это карта вардинга в нашей системе. И я понимаю, что вот да, вот это мы посмотрели, вот это сикл им на бумажке нарисовал, отдал, и они этим воспользовались. И это очень радостно. На ближайшие 3 года перед моим отделом стоит колоссально огромное количество задач. Во-первых, у нас всего должно быть 4 активных проекта. Рекрутинг по доте, рекрутинг по КСу, аналитическая система для команды по доте, аналитическая система для команды по КСу. Это схожие вещи, они работают на одной и той же основе, тем не менее, это разный набор инструментов. По сути, сейчас у нас есть аналитическая система по доте и скаутинг по КСу. Нам, конечно, подсунули в колесо палку Valve с решением закрыть паблики от 8500, ММР выше, но мы там тоже можем что-то придумать. Второе. На ближайшую весну, вот как знаете, в доте вот был этот ивент «Весенняя чистка», у нас тут планируется весенняя чистка. Надо многое зарефакторить, многое доработать для того, чтобы оно впоследствии жило и процветало. Надо устранить такую вещь, как бас-фактор 0 или 1. Очень известная в IT история. Звучит она так. Сколько человек должен сбить автобус для того, чтобы проект перестал жить? Сейчас у нас в некоторых местах это 1 человек. Чтобы каждый имел компетенции, надо подготовить там документацию на будущее и для себя, и для тех, кто будет после, потому что мало ли что произойдет, мало ли кто этим будет заниматься. Ну и просто у нас вот такой вот список разных идей, которые надо попробовать и посмотреть. По моему мнению, Spirit — это мафия. На самом деле, если отставить шутки в сторону, то это всегда очень плотный, индивидуальный, тесный подход к работе вообще с чем угодно. Если ты чем-то занимаешься в Spirit, ты делаешь это от души и хорошо. Ну, или у тебя не получается это делать, и как-то вот вы расходитесь. Это, с одной стороны, очень приятно и очень клево. То, что мне очень понравилось после того, как я ушел из страховых айтишек. Хотя там тоже местами в маленьких командах это было с душой сделано. Вот в Spirit все делается с душой. И это видно. Люди заинтересованы, люди толкают это. Это всегда очень круто. Суперсила
Никиты в том, что он работает какое-то бесконечное количество времени. У Никиты есть одна вещь, которая есть не у каждого человека. Это способность принять решение и исследовать им. Многие начинают теряться в моменты, когда это нужно сделать. Многие просто снимают с себя ответственность. Кто-то начинает метаться туда-сюда. Никита, если принял решение, он живет с его последствиями. Если оно хорошее или плохое, неважно. Ты идешь дальше, принимаешь следующее решение в зависимости от того, как у тебя все пошло. Делай, что нужно, и будь что будет. Спирит будет больше. Спирит точно будет больше, чем сейчас. Полагаю, что сколько у нас сейчас дисциплин? Вот 2 основных и еще 2 или 3. Я не могу назвать их вспомогательными, но просто новыми. Полагаю, что их станет еще больше. Но хотелось бы верить, что вот это вот основное ядро принципов и, возможно, основное ядро персонала, людей, которые этим занимаются, оно сохранится. Хотя на 10 лет загадывать что-то вперед, бог за бороду дергать не люблю. Хочешь рассмешить судьбу, расскажи ей о своих планах. Каким я вижу себя через 10 лет? Для начала похудевшим. Но это скорее произойдет уже годик через 2. А если говорить больше так в профессиональном плане, то есть еще много куда расти в этом направлении и, возможно, попробовать себя в каких-то других проектах, чуть менее айтишных, но, тем не менее, тоже важных. Я бы хотел поблагодарить своих ребят, которые сейчас со мной занимаются нашими проектами айтишными. Без них я бы давно уже погиб и под завалом задач, а и просто под технической сложностью всего происходящего, потому что все начиналось с очень простенькой системки, которая должна была с API-шки скачать данные и как-то там их прокрутить, а сейчас мы прокручиваем вот через эту мясорубку анализа буквально реплеи на своих собственных разработках. Такого ни у кого больше нет. У нас уникальная, handmade. Поэтому, да, огромное им спасибо. Без них ничего бы не вышло.